За последний месяц я получила десятки сообщений от своих подписчиков из Дубая. Все чаще звучит вопрос: расскажите, как живется в Аргентине? Мы живем уже 3 года и рассматриваем Аргентину для переезда. Стоит ли переезжать? Этот выпуск я готовила совместно с друзьями, которые тоже живут в Дубае. Они помогли собрать цифры, факты и расходы, чтобы мы могли сравнить 2 образа жизни. Один в роскошном Дубае, второй здесь, в Аргентине. Где дешевле жить? Где чище воздух? Где детям доступнее спорт и образование? И самое главное, где вы станете гражданином, а где останетесь временным резидентом навсегда. Многие говорят, что Аргентина – это страна, где воздух можно пить. Особенно если жить на природе, где много зелени и рядом заповедник. И в этом выпуске мы показываем вам жилой клуб Пуэртос. Он расположен в 40 минутах езды от столицы. Это мини-город, построенный с нуля вокруг природы. На площади более 1400 гектаров вокруг центрального озера объединились 20 жилых кварталов и 60 гектаров природного заповедника. Это место идеально для парусного спорта, виндсерфинга, байдарок, каяков, гребли и плавания на открытой воде. Или для тишины, отдыха, созерцания и встреч у воды. В жилом клубе Пуэртос к услугам полуолимпийский бассейн, корты для тенниса, футбола, хоккея, спортзал, скейт-парк, площадка для баскетбола и залы для йоги. В городском центре клуба кафе, рестораны, магазины, прогулочные зоны у воды. Здесь спроектирован также арт-маршрут под открытым небом с 15 скульптурами большого формата и открыт музей искусства Мальба. Продумано образование, 3 школы на территории Норфилд, Сент-Джонс и Дель Фаро. Здесь я бываю часто. Сейчас моя команда Simple сопровождает несколько привлекательных сделок. Если вас заинтересуют детали, напишите мне лично. Мои контакты под видео, и я направлю подборку из вариантов. Итак, если говорить про экологию и воздух, есть один очень важный показатель. Он называется PM2,5. Это количество микрочастиц пыли и загрязнений в воздухе, которые мы вдыхаем. Вдыхаем, но не видим. Микрочастицы настолько мелкие, что проникают прямо в легкие и кровь. Так вот, ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, считает безопасным уровень до 10 микрограммов на кубический метр воздуха. В Буэнос-Айресе этот уровень в среднем около 12, то есть почти в пределах нормы. А вот в Дубае 44 микрограмма. Это в 3,5 раза выше, чем рекомендуемый предел. Климат в Буэнос-Айресе колеблется от 10 до 30 градусов. И это в течение всего года. Мягкие зимы, теплое лето. В Дубае же летом 40-48 градусов. И с июня по сентябрь занятия спортом на улице невозможно. Один из главных вопросов, которые мне задают: Дарья, сколько же стоит жить в Аргентине? Давайте сравним по пунктам и сравним с Дубаем. Вот смотрю, например, международная школа для одного ребенка $600 в Аргентине в месяц, в Дубае $1800. Продукты питания $500 в Аргентине и 850 для Дубая. Аренда автомобиля 450 в Аргентине и 650 в Дубае. Дополнительные расходы, если у вас есть собственный автомобиль. Страховка, ТО, мойка. Это $100 для Аргентины и $200 для Дубая. Мобильная связь на семью из 3 человек $45 для Аргентины и 90 для Дубая. По каждому пункту разница в 1,5-3 раза. В
В Аргентине вы получаете паспорт примерно через 3 года жизни. В Дубае вы можете жить и 20 лет, но оставаться временным резидентом. Я задала вопросы семьям, переезжающим в Аргентину, и спросила у них, что для вас гражданство Аргентины. Большинство из них отвечали, что паспорт Аргентины – это не про свободу путешествий. Это свобода открывать счета, оформлять новые компании, покупать недвижимость, строить свое будущее. И не только для себя, но и для детей. Многие семьи, пожив в Аргентине, выбирают эту страну для своего будущего. То место, куда приятно вернуться, где тебе всегда рады, где безопасно, где тихо и спокойно, и всегда солнечно и красиво. А в этом видео на моем канале я взяла интервью у одной из семей из 3 человек, которые переехали в Аргентину. Если вы хотите узнать больше о гражданстве Аргентины, то команда «Паспорт Аргентина» проводит бесплатные консультации по программам получения легального статуса в стране. Координаты для связи вы найдете под видео. Это типичный аргентинский дом в закрытом баррио. Здесь есть и собственный бассейн, и выход к озеру. И вот такой современный дом, двухэтажный, в современном стиле, как я уже сказала, в стиле минимализма. Возьмем дом площадью около 200 квадратных метров. Стоимость участка в пригороде столицы от 70 до 120 тысяч долларов. Строительство от 800 до 1000 долларов за квадрат. Полный бюджет около 250-300 тысяч долларов. Это ваша собственность, без аренды, без компромиссов. Для сравнения, в Дубае за эти деньги вы можете арендовать апартаменты с одной спальней в элитном комьюнити на 2-3 года, а через 3 года все еще без паспорта. В Аргентине вы живете вот так и через 2 года подаетесь на гражданство. Неплохо, да? Для наглядности в этом видео на канале я разобрала один из кейсов покупки недвижимости в Буэнос-Айресе. Дубай, Москва, 5 часов лета. Из Буэнос-Айреса до Москвы примерно 22 часа с пересадками. Да, Аргентина далеко. Кроме того, существует значительная разница во времени с европейским часовым поясом. Это не всем подходит, но для многих это вопрос приоритета в пользу других преимуществ. Однозначно выбор страны для жизни – это индивидуальный выбор. Одни жалуются на то, что их дети месяцами дышат воздухом из кондиционеров. Другим же не подходит проживание в испаноговорящей стране. Одним важны музеи, культурная жизнь, а другим важна частота перелетов и близость к другим странам. У каждого из нас свой путь. Кто-то ищет стабильность, кто-то климат, кто-то паспорт. Этот выпуск мы подготовили с подписчиками и друзьями, для которых эти критерии стали решающими. А что важно для вас? Поделитесь со мной в комментариях, где живете вы и какие критерии приоритетны для вас. Пожалуйста, проверьте, нажали ли вы кнопку «Подписаться на канал». Это важно, потому что YouTube продвигает наши ролики, а для вас это не несет никаких обязательств. Я говорю вам пока и до новых встреч!